Всем привет! Ролик для новичков и не только в игре Stella Fantasy. Так сказать, от А до Я, самое основное и главное, как правильно качаться и усиливать своих тянок. Stella Fantasy — это веб-3 игра, в которую вы можете играть как на ПК, так и на мобильниках абсолютно бесплатно, ну и немного подзаработать. Кстати, в этом году она получила звание лучшей веб-3 игры. Итак, как только вы зайдете в игру, у вас будет обучение, как нажимать кнопки и так далее. Поэтому об этом не стоит два раза повторяться, игра вам сама все покажет. Тут ничего сложного. Так, зайдем в главное меню, и тут у нас много всего. Начнем сначала, это герои. Тут все наши герои, где можно увеличить уровень героев, надеть снаряжение, прикрепить куклу. Ну и пробуждение героя, в которых мы тратим вот эти вот камушки, пробуждаем героя и можем увеличить максимальный уровень нашего героя в зависимости от его редкости. Пати пропускаем, тут ничего интересного. Далее Star Sanctum. Это, так сказать, наша ульта. Советую усиливать мультицвет, ведь после 10 уровня он будет иметь x2 урона. Ну и из опыта самый большой урон идет у нас от мультицвета. Да и мультицвет всегда проще усилить, чем какой-либо определенный цвет, так как у вас будет больше разных героев, чем определенного цвета. Далее Ring of Stella. Тут мы усиливаем планеты. Куски для усиления получаем в разных этапах. К примеру, Mirage Garden. И тут в испытании богини. Это ежедневные дейлики. Там еще разные награды, поэтому их ни в коем случае не пропускаем. Награды там реально хороши и помогут вам в усилении ваших тянок. В Мираже просто проходим этапы, исходя из своей силы. Но для новичков, конечно же, нормал будет очень сложный, но все же со временем сможете его пройти. А в испытании богини набываем урон на разных боссах-слизнях. В этой игре у нас правило 5 цветов урона и защиты. В общем, красные бьют зеленых, зеленые бьют синих, а в свою очередь синие бьют красных. Ну и свет и тьма отдельно бьют друг друга. Тут главное не запутаться, поэтому перед выбором босса смотрите, какие у вас цвета, и по цветам выбирайте. И еще совет: бить только бонусных. Они дают x2 награды. Каждый день бонусные меняются. Далее у нас башня, тут одноразовые награды. Чем дальше пройдем, тем больше получим, тем лучше. Тут ничего интересного. Далее уникабус. Тут-то у нас самое интересное. Смотрите. Это у нас таймеры до обновления того или иного этапа. Тут у нас написано, сколько мы можем пройти раз этот этап. А вот здесь в ромбике нарисовано, на что тот или иной этап. Вот оружие, перчатки, тут броня и шлем. Тут у нас токены. Да, не сказать, что прям уж много токенов, но это все бесплатно, можно без вложений лутать, поэтому сойдет. Тут куски героев собираем и потом в магазине обмениваем. Но, увы, собирать придется ой как долго, поэтому не надейтесь на это. Тут магазин обмена. Тут сами зайдете, гляньте, что и куда обменивать. Там нечего рассказывать. Тут куклы. Тут коллекция кукол, за которые можно апнуть себе доп-силу на всех тянок. Ну и подходим к крафту снаряги. Есть анкамонки, есть рарные, есть снаряга SR, и в будущем еще можем крафтить SSR шмотки. Смотрим, какая нам снаряга нужна, жмем на нее. И тут уже показывает, сколько и каких кусков нужно для той или иной снаряги. К примеру, анкамонные перчатки. Жмем сюда и потом сюда. И смотрим, из каких этапов можно получить эти куски. Жмем эту кнопку и идем туда. Все просто. Дам совет по снаряге. Есть у нас атакующие и защитные. К атакующим относят оружие, шлем, перчатки и серьги. Тут смотрим только на основной стат, ведь дополнительно у нас рандомно получаем. И, к примеру, у шлема основной стат — это критический шанс, а в дополнение уже идет защитные статы. Также и у перчаток, и у серьг. Итак, что тут нужно учесть? Так это, если у вас герой имеет, к примеру, физическую атаку, то ему крафтим только снарягу для физов. Физический топор, физический шлем, перчатки. Если маг, то все на магов, тут логично. С серьгами смотрим так: если у нас герой имеет, к примеру, белый цвет, то крафтим ему серьги только белые на атаку белого элемента. Теперь перейдем к защитным снаряжениям. Броня и ожерелье. С броней совет по дефолту берем либо хп, либо на all death.
То есть защита от всего, от магии и от физов. Но, к примеру, если вам попался сильный босс, то можете уже на будущее накрафтить себе защитные под определенного босса, к примеру, от магии, либо отдельно от физики, там уже будет чуть больше статов. Но по дефолту только хп или all def. С ожерельями та же история, крафтим по дефолту на защиту от всех цветов. Но под определенного босса или для определенных героев можно по цвету. К примеру, если у вас синий танк и он очень страдает от зеленого цвета, то, конечно же, можно ему скрафтить зеленое ожерелье, и тогда он будет иметь больше защиты от зеленых. Но проще сделать защиту от всего и не париться. Из доп. Статов в ожерелье может упасть что угодно. И это все что угодно атакующее. Тут в будущем придется гриндить также ожерелье и подстраивать под ту или иную тянку. По снаряге плюс-минус все. Далее самое главное — это фарм ресурсов. Это основа этой игры, так сказать. С новой обновой этот фарм кардинально поменяли. Теперь, чтобы, к примеру, пойти в мейн-сторе, нужно тратить стамину. Вот она. Эту стамину можно получить путем обмена ресурсов. 10 каждых ресурсов стоит 1 стамину. Понимаете? Тут нужно в первую очередь сделать так, чтобы у вас было тонна этих ресурсов. И в этом заключается основа таких игр. Как правильно качать ресурсы? Смотрите, тут у нас два пути прокачки ресурсов. И придется по очереди их качать. Тут у нас storage, который первое увеличивает общий объем хранения ресурсов. Так как стамина каждые 24 часа пополняется, то чем больше у вас storage, то тем больше получите после сброса стамины. Ну и второе, storage открывает следующие очереди в ресурсах. К примеру, 20 уровень уже, вторая очередь, 40 уровень, третья и так далее до 5 очереди. У меня, увы, только 3 очереди. Жаль, не активно играл все это время, но все же. Раз в 8 часов тут собираем ресурсы и обновляем. Но если что, можно прервать, собрать. Там через 2 часа, через 10 минут, через 3 часа, через сколько хотите в общем. И также обновить. Вот я нажал, к примеру, недавно, и теперь могу снова собрать заранее. Ресурсы усиливаем также за куски. У каждой свой. Заходим сюда, тут жмем усиление и смотрим, что нам нужно для усиления, и улучшаем. Да, тут придется гриндить и еще раз гриндить. И также тут можно ставить героев для доп. Ресурсов. Теперь смотрите, выгоднее ресурсы эти получать для апа до 20 уровня только из первого акта, первого этапа. Тут стамины придется тратить 5 и получаем 8 кусков для повышения уровня ресурсов. Тогда как во втором этапе за те же 8 кусков для апа до 20 уровня придется тратить 10 стамин. И это в 2 раза больше, это нам не интересно. Да, там больше бутылей опыта и все такое, но поверьте, самое главное вначале правильно настроить себе ресурсы. Насчет сториджа, куски эти получаем из дейликов, и для начала вам будет достаточно их, чтобы повышать по ходу и сторидж, и свои ресурсы, а в будущем уже придется и гриндить ресурсы для сториджа в разных этапах. После 20 уровня ресурсов уже требуются другие куски, и их также гриндим из различных этапов. Там дальше и рарные, и SR куски для апа, но это уже все в будущем. Для начала самое главное разобраться и правильно все настроить в ресурсах. Вы скажете, не лучше ли в начале гриндить снаряги? Увы, нет. Когда вы будете гриндить для ресурсов, то тогда попутно и для снаряг гриндятся те или иные куски. А определенные куски уже можно будет добрать с уникабуза. Вроде на этом все. Это был краткий экскурс по миру Стеллы. В будущем расскажу разные фишки, как упростить и как лучше проходить те или иные этапы. Ну и давайте по окончанию чутка крутанем гачу. Думаю, все это любят. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Если что непонятно, то пишите в комментариях, вы знаете, что я всегда отвечаю на них. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.